Надо просто принять себя. Надо быть собой, наплевать на мнение общественности. Просто принять себя и жить счастливо. И это нам говорят не только психологи, родные, близкие, все так говорят, все люди так говорят друг другу. Но всем привет! Сегодня у нас тема принятия себя. Почему же так сложно это сделать и как же все-таки себя принять раз и навсегда? Все говорят о том, что надо себя принять, надо быть собой, себя любить, любить все свои качества, и тогда жизнь станет такой легкой и прекрасной. И тема принятия себя, она всегда преподносится как нечто такое легкое, вот просто так щелкнул и все, и ты себя принял. Еще вчера рыдал от того, когда смотрел на себя, а сегодня прям такой, красота какая. Искренне и по-настоящему принять себя – это процесс довольно-таки нелегкий. И страшные цифры, которые я вам сейчас покажу, это только подтверждают. 11 миллионов пластических операций в мире в год. Это говорит о том, что 11 миллионов людей не смогли себя принять. Понятно, что там есть часть людей, которые делали операции по каким-то медицинским показаниям, маленький процент, но бывает, но в целом 11 миллионов в год людей не могут себя принять. Они готовы отдавать большие деньги, терпеть большую боль, потому что принять себя не так-то просто. Поэтому все вот эти лозунги «прими себя», «будь собой», «ху-ху», это же так легко и просто, это не работает. И практически никто не дает четких, ясных, конкретных советов, рекомендаций, шагов, что именно нужно сделать, чтобы принять себя. Вот еще вчера ты просыпался со слезами на глазах, смотрел на себя в зеркало, а сегодня такой опа, красава, вообще обожаю тебя. Как это сделать? Забегая вперед, сразу скажу, что я для себя нашла способ, как это сделать, как принять себя прям раз и навсегда, искренне, по-настоящему. Далось мне это нелегко, проводила много исследований, экспериментировала. Разные практики, разные упражнения со мной, с клиентами, с близкими. В итоге все это я собрала в мини-онлайн-курс, который непростой и подойдет далеко не каждому. Но об этом расскажу чуть попозже, а сейчас предлагаю вообще посмотреть, а что вообще значит принять себя и почему вдруг у нас появляется необходимость принимать себя. Давайте посмотрим на маленьких детишек. Это забавно, особенно я сейчас в Таиланде, на пляже тут постоянно бегают карапузы. И вот, знаете, такой малыш, который научился ходить, еще не бегает, но уже уверенно ходит. И вот он такой в памперсе, обязательно с таким вот пузиком. Так вот он ходит. И это его пузико никак его не смущает, потому что он идет с полным ощущением и уверенностью, что он Бог. Он самое прекрасное существо на планете. И мы все с вами были когда-то такими уверенными в себе карапузами, которым все было нипочем. Мы были смелые, активные, обожали себя, свое тело и считали, что мы реально идеальны. И что же случилось? Как так получается, что из вот этого состояния «я такой клевый, я такой офигенный, это мой мир, что хочу здесь, то и делаю», мы приходим к состоянию, когда со мной вообще непорядок, я уже все перепробовал, ничего не помогает, надо как-то уже тогда принять себя вот таким вот, какой я есть. И чаще всего принятие себя – это про какие-то недостатки и качества, которые нам мешают в этой жизни. Они не только мешают, но еще и из-за них у нас какие-то проблемы появляются. И чаще всего процесс принятия себя превращается в такую игру. Давайте я вот так вот глазки закрою и сделаю вид, что у меня этого качества или изъяна нет. И это, как вы понимаете, не работает. Потому что когда мы себе врем, то, что мы пытаемся скрыть, оно наоборот еще больше начинает проявляться и привлекать наше внимание. Вернемся к счастливым, абсолютно довольным собой карапузам. Хочу с вами поделиться моим видением того, как мы доходим до той точки, считая себя несовершенными, в попытках себя все-таки как-то принять. С чего все начинается? Рождается маленький человек. Мне бы очень хотелось сейчас его нарисовать в виде идеального круга, показав, что мы приходим в этот мир такими, реально идеальными. Но, к сожалению, это не так. Почему? Потому что в процессе беременности у нас уже закладываются некоторые травмы психологические. То, насколько травмированным уже придет в этот мир ребенок, зависит от атмосферы, в которой он вынашивается. Я имею в виду психологическую атмосферу. И сами роды – это очень болезненный, травмирующий процесс. Первый вдох – это огромная боль для ребенка, то есть ничего приятного нет. Поэтому мы уже приходим уже в роддоме вот такие вот.
не идеально ровные, как могли бы быть. И что происходит дальше? Дальше у нас есть семья. И вот нам, допустим, нам очень хочется машинку. А родители говорят, денег нет. И на эту машинку денег нет, и на другую машинку денег нет. И вот у нас растет такой шип, как защитная реакция. С каждым годом он шлифуется, увеличивается, и вот такой вот появляется нарост, который означает для нас, что денег нет, хотеть что-то – это больно, никогда не получишь, поэтому проще не хотеть. Это вот все как такой панцирь защитный. Дальше, например, вот наш ребенок нашел себе в детском саду первого друга, а друг его взял и предал. Такой вот неприятный эпизод в самом детстве. И принимается решение, что друзья и близкие люди могут сделать больно. Люди приносят боль, поэтому лучше ни с кем не общаться, ни с кем не дружить. Вот еще один защитный механизм. Дружить хочется, с людьми быть хочется, но люди – это опасно. Это возможная боль. И таких шипов у нас нарастает великое множество. Где-то больше, где-то меньше. Причем не только люди, которых мы встречаем, на нас влияют. Да, здесь родители, здесь был друг из детского сада. Еще есть какие-то внешние события. Например, вот наш малыш ехал в лифте, возвращался со школы, и вдруг лифт остановился. Свет погас, и мальчишка несколько часов провел в темноте один в замкнутом помещении. И после этого что появилось? Защитная реакция. Лифтов боюсь, темноты боюсь. Или, например, увидел собаку малыш, красивую, побежал к собачке, а собачка оказалась злая. Собачка тяп мальчика за руку. И вот травма на всю жизнь. Теперь мальчик, уже взрослый дяденька, боится собак, всячески их избегает. И в зависимости от того, в каких условиях мы росли, у нас у всех какие-то свои разные шипы. Но дело в том, что они у всех есть. Опять же, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как с этим жить? Нарисую 3 разных варианта, как с этим можно жить. Дело в том, что все мы хотим счастья. И у каждого из нас есть внутренний компас, который точно знает, где это счастье находится. И все мы интуитивно к этому счастью стремимся. Нас всех и каждого тянет к этому своему счастью. Но что нам мешает? Правильно, наши вот эти вот шипы. Давайте возьмем первый вариант. Допустим, здесь человек не верит в то, что он может добраться до счастья. Причину видит в своих недостатках. С недостатками он ничегошеньки не делает. И вот так вот живет, занимаясь самогноблением и потихоньку вот эти вот все свои шипы увеличивая, нагнетая. И вот они все становятся больше, больше, сильнее и матерее. К счастью, так и не приходит. Второй вариант. Человек понимает, что есть какие-то качества, которые мне мешают. Например, какие-то страхи, какие-то внутренние ограничения и убеждения. Ну, они же ограничивающие убеждения, которые не дают мне продвинуться к моему счастью. И здесь есть 2 варианта. Можно придумать себе образ идеального себя и активно к нему стремиться. И считать, что вот когда я стану идеальным, вот потом я пойду к счастью. А пока я не идеальный, а вот такой вот, счастья я не заслуживаю, и у меня ничего не получится. И вот тратятся годы на то, чтобы стать вот таким вот идеальным. Все силы, ресурсы, энергия уходят на вот эту борьбу. И чаще всего человек до счастья так и не доходит. И вот этот вариант у нас как раз оберег от счастья. Когда подсознательно человек ставит себе блок в виде своей неидеальности, да, и недосягаемую цель стать идеальным. И вот только потом, когда он им станет, а он им не станет никогда, уже только потом можно будет себе заслужить счастье. И второй вариант, когда человек понимает, что вот это вообще не вариант, так я потрачу всю жизнь и так к счастью не приду, а что если вот образ идеального меня, он вот здесь. И я буду идти к своему счастью и параллельно, это будут такие 2 процесса параллельных, становиться лучше, что-то исправлять, что-то наращивать, что-то в себе улучшать,
усиливать сильное. И в итоге в процессе своего пути к счастью я стану и счастливым, и по возможности идеальным. И есть третий вариант. Это как раз у нас есть принятие себя. Причем здесь тоже могут быть немножко разные варианты, потому что какие-то качества, например, человек понимает, что их можно проработать, например, поработать с уверенностью, какие-то навыки ораторского искусства и прочее. То есть не все отпускается на принятие, да, а часть того, что изменить невозможно. Помним все с вами эту молитву, дай нам Бог мудрости, отличить одно от другого. И вот, допустим, у вас эта мудрость есть, и вы понимаете, что можно поменять, а с чем бесполезно бороться, нужно просто принять. И здесь хочется, конечно же, рассказать про парадоксальную теорию изменений Бейсера. Парадоксальная теория изменений Бейсера – это, конечно, уникальная теория. Если кто никогда не слышал про эту теорию, быстро объясню своими словами. Измениться возможно. Причем изменения происходят сами собой, гармоничным и самым наилучшим для нас образом, но только тогда, когда мы полностью, абсолютно принимаем себя. В этом и заключается парадокс. Дело в том, что когда мы пытаемся бороться, давайте здесь покажу, бороться с нашими недостатками, фокус у нас как раз вот на этих шипах, да, на самих недостатках. И чем больше мы с ними боремся, тем сильнее они становятся. Это как с растениями. Стоит про растение забыть, не поливать, не уделять ему внимания, оно засыхает. А когда вы его поливаете, с ним разговариваете, за ним ухаживаете, удобряете, растение начинает расцветать. То же самое и в негативном плане. Чем больше вы удобряете своими мыслями, своей энергией, свой какой-то недостаток, свое качество, которое вам мешает, тем оно сильнее, прочнее становится. И в итоге становится практически непобедимым. Парадоксальная теория изменений как раз про то, что вы перестаете уделять внимание, вы принимаете какой-то свой недостаток, принимаете честно, искренне. Давление на ваш недостаток нет, и сопротивления, укрепления его тоже нет. Потому что чем больше мы на что-то давим, тем больше оно давит на нас. Чем больше давит на нас, тем больше мы давим на него. Это бесконечная игра. А здесь получается, мы ни на что не давим. И постепенно, вот допустим, вот у нас был вот этот недостаток. Внимания мы ему не уделяем. И он потихоньку начинает сам исчезать. Все выравнивается. Причем самым наилучшим и естественным для нас образом. Вот эти шипы у нас пусть будут, мы ими занимаемся, работаем, как-то там улучшаем себя. А вот эти мы решили принять, потому что изменить их невозможно, остается только честно и искренне все это принять и с этим жить. И как только мы это все приняли, перестали уделять сюда внимание, энергия, которая раньше уходила в них вот сюда, она теперь высвободилась, и вся эта энергия у нас куда идет? Вот сюда. У нас есть и ресурсы, и начинают подтягиваться возможности для того, чтобы достичь своего счастья. Причем чаще всего вот это счастье, оно становится не где-то там, а как только вы себя приняли, вам становится настолько хорошо, что вы понимаете, что все, счастье становится уже частью вашей жизни, как только вы себя приняли. В этом и есть красота и уникальность парадоксальной теории изменения. Но для того, чтобы все это сработало, нужно принять себя искренне, от души, честно и по-настоящему. И помните правила мотоциклистов. Куда смотришь, туда и едешь. Так и здесь. На недостаток мы не обращаем внимания, все, приняли, расслабились и забыли. Живем с ним, не паримся из-за него. Фокус на нашу жизнь, на наши цели и как мы можем жить эту жизнь счастливо, вот такими, какие мы уже есть. И звучит же все круто. Остается только взять и принять себя. Но почему это так сложно? Давайте для примера возьму женщину, 50+, которая последние 10 лет активно боролась с процессом старения. Все, что надо, мазала, все, что нужно, колола, седину закрашивала, в тренажерку ходила, в общем, поддерживала себя как могла. И в какой-то момент поняла, что хватит, я уже не могу бороться и бежать в этой вечной гонке. Старость все равно неминуема.
я все равно меняюсь. Остановить этот процесс я не могу. Конечно, как-то улучшить свой внешний вид, это мне доступно, но я понимаю, что всю оставшуюся жизнь посвятить этому, вот этой борьбе, в которой я все равно в конце проиграю, я не хочу. Я хочу быть собой. Я хочу то время, которое я трачу на все эти процедуры, на уход за собой, на чтение литературы, на хождение на какие-то лекции. Я хочу это посвятить лично себе, своим хобби, которые я откладывала, своим увлечениям, до которых никак руки не доходили. Да и вообще много чем есть заняться в этом возрасте. И женщина искренне принимает неизбежный процесс старения и решает минимально себя поддерживать. Кремы, конечно, маски, конечно, какие-то косметические процедуры, массажи, конечно, спорт, естественно. Но, например, от ботокса она отказывается и решает отпустить седину. Хочу вам подкинуть такую тему для размышлений. Представьте, что вы живете одна на необитаемом острове. Вообще никого нет. У вас есть все блага цивилизации, но вы совершенно один. Нет ни одного человека на этом острове. Тема «Принять себя». Насколько она будет для вас актуальна вот в таких условиях? Прям можете поперебирать какие-то свои недостатки, которые вас тревожат, с которыми вы бы хотели как-то там справиться, побороть, исправить или уже наконец-то принять, про них забыть. Прям посмакуйте, попримеряйте вот на этот остров, на острове, где нет ни одного человека. Из-за каких своих изъянов вы реально будете париться? Это вам так, поразмышлять. Возвращаюсь к женщине седовласой. И вот эта женщина выходит к друзьям, к близким, к бывшим коллегам, какие-то встречи. Есть здесь разные варианты события. Если в окружении есть такие бестактные люди, любители давать непрошенные советы, они, конечно же, начнут говорить и о том, что нет, ну то, что ты решила как бы принять процесс старения искренне и честно, это, конечно, хорошо. Ну седину-то можно чуть-чуть закрасить. Ботокса, чуть-чуть, там глазки, лобик, совсем немножко, это ж ничего такого. И они постоянно эту женщину будут тюкать, что это надо, это чуть-чуть, это сюда. И в итоге, я думаю, со многими нами так и происходило, что потихоньку нас как раз вытаскивали из нашего принятия себя, начинали сомневаться, что что-то, наверное, нет. И нас перетаскивали в другой лагерь, где надо бороться, надо преодолевать, либо из-за этого недостатка страдать. А еще может быть другой вариант развития. Окружение поддерживающее, тактичное. Но дело в том, что зеркальные нейроны никто не отменял, и если в вашем окружении есть люди, примерно такого же возраста или еще старше, у которых есть и остался страх старости, они его не смогут замаскировать. Они не смогут так прям хорошо притворяться, чтобы вы этого не заметили. И они будут на вас смотреть, поддерживать, говорить: ты такая молодец. А в глазах будет видно, что они смотрят на вашу седину и с ужасом просто оценивают: боже, как она может. Это же так ужасно. И вы все это будете считывать. И потихоньку это будет подтачивать и тоже вытаскивать из вот этого принятия себя в новые сомнения или в новую борьбу. Вот именно поэтому, потому что мы живем в социуме. На нас влияют люди, которые нас окружают, и на нас влияют страхи тех людей, которые рядом с нами. И то, что мы приняли что-то в себе, это совсем не значит, что они тоже приняли. Поэтому что же делать? Переходим к практическим советам, как принять себя. Первый. Самый эффективный, самый быстрый — это, конечно же, пойти к профессионалу. Обратиться к коучу, который вас за ручку проведет, будет с вами говорить о вас, о ваших истинных потребностях, о ваших ресурсах, которые вы можете использовать, о том, как вам лучше себя принять. И, возможно, в процессе беседы с коучем вы найдете столько инсайтов и поймете, что да тут вообще даже принимать нечего, я и так классно. Со мной все в порядке, меня достаточно. Еще я бы всем предложила начать с проверки вашего недостатка. Это действительно какой-то изъян или вы придумали? Так бывает, опять же, защита от счастья. У нас у многих есть подсознательные программы, которые нам прям закрывают путь к нашему счастью, а недостаток — это прям идеальный предлог, чтобы оправдывать свое несчастье. И эту проверку можем сделать прямо сейчас. Возьмем первые два вопроса из инсайт-листа по моему курсу «Принятие себя». Если вы честно на них ответите, то уже станет понятно, надо ли продолжать работать с этим недостатком, или вы не совсем на то грешите.
Обязательное условие, чтобы был результат, отвечать на вопросы письменно. То есть берете ручку, карандаш, что угодно и своей рукой записываете ответы на бумаге. Первое, просто записывайте свой недостаток. В чем здесь подвох? Одно дело, когда это там в голове где-то вертится, и так легко об этом просто говорить, знаете, как песенку петь. Но когда вы начинаете записывать, включается критический ум и начинает оценивать каждое слово, которое вы записываете. И тут человек может столкнуться с внутренним противоречием. То, что он себе фантазировал, это одно, а то, что он хочет сформулировать, это немножко другое. И бывает так, что человек, пока записывает, уже понимает, что да никакой это не недостаток. Следующий вопрос. Здесь мы отталкиваемся от самого слова «недостаток». Вот теперь запишите на бумаге, чего конкретно вам не достает в контексте вашего недостатка. И здесь могут быть два варианта ответов. Первый – это полная противоположность вашему недостатку. Например, недостаток – жидкие волосы, а чего не достает? Густоты волос. Или, например, недостаток маленькая грудь, недостает объема груди. Недостаток тонкие губы, недостает объема губам. То есть антиподы, да? И второй вариант ответа – это качество личности. Например, те же тонкие губы недостает уверенности в себе. Недостаток кривые ноги, чего недостает? Опять уверенности в себе. И если ваш ответ относится ко второму варианту, то есть к личному качеству, то вы начинаете работать именно над этим качеством. Потому что ваш изъян – это такая отмазка, и дело, как выясняется, не в нем. Если вариант первый – это антипод, то здесь задаете себе вопрос, а как я могу это получить? Например, грудь. Грудь маленькая, не хватает объема груди. Это исправить можно? Можно. Мы с вами в самом начале смотрели, что как раз пластика груди – самая популярная операция. То есть варианты есть. Другой вопрос, а вы на это готовы? Готовы ли вы использовать те варианты, которые сейчас в состоянии вам предложить мир, чтобы справиться с этой задачей? Если готовы, понятно, что делать. Если эти варианты вам не подходят, и вы понимаете, что нет, надо уже принять себя и жить счастливо, быть собой, радоваться жизни такой, какая я есть, то, конечно же, если вам понравились эти первые два вопроса, примерно в таком формате и есть мой курс по принятию себя, и я вас на него приглашаю. Буду очень рада вас увидеть. Но если такой формат вопроса-ответа вам не подходит, то могу еще вам предложить такую немножко экстремальную технику. Она связана со страхом. Здесь вы начинаете делать то, что страшно. Например, 4 лишних килограмма, которые мешают вам начать ходить на свидания, знакомиться с мужчинами и строить личную жизнь. Считаете, что вот осталось 4, сброшу, и вот тогда начну. И в данном случае не ждете, когда вы скинете 4 килограмма, прямо сейчас начинаете знакомиться, ходить на свидания, строить личную жизнь. И здесь вы параллельно наблюдаете за собой. Если для вас это слишком больно, слишком травматично, то не надо над собой издеваться. А если каждый раз, когда вы преодолеваете страх и понимаете, что а оказывается ничего и страшного-то, а давай еще попробую, и ловите себя в состоянии азарта, то продвигайтесь потихоньку, идите в этот страх, и в итоге вы поймете, что нет никакого недостатка. Мне ничего не мешает достигать тех целей, реализовывать те мои желания, которые хочется, и строить ту жизнь, о которой я мечтаю. И так, идя в страх, шаг за шагом, вы в процессе как раз примете себя. И эту технику входа в страх можно применять с любым вашим несовершенством. И у меня на сегодня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Буду рада видеть всех у себя на курсе и в моих следующих видео. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.